Привет, друзья! Дмитрий Губерниев, ведущий, комментатор канала Матч ТВ, главный редактор ВГТРК. Голос Дмитрия Губерниева сопровождает самые яркие спортивные баталии. Его можно слышать на футбольных и хоккейных матчах, но самый любимый его спорт – биатлон. Мало того, что он ярко и захватывающе комментирует все спортивные баталии, он работает ведущим развлекательных программ, поет и на всю страну троллит Ольгу Бузову. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Дмитрий Губерниев и зачем он протроллил Ольгу Бузову. Родился Дмитрий Губерниев 6 октября 1974 года в небольшом подмосковном городке Дрезна. Отец его работал на стекольном заводе, мама в аптеке фармацевтом. Он был единственным ребенком в семье, поэтому родители уделяли ему все свое внимание. Мальчик рос болезненным, и было принято решение отдать его в какую-нибудь спортивную секцию. Сразу его отвели на хоккей, потом было увлечение футболом и лыжами. Когда Диме исполнилось 11, мама случайно познакомилась с Людмилой Болтрук, тренером по академической гребле. Дмитрий был рослым, к тому времени уже начинал приобретать атлетическое телосложение. Он понравился Людмиле Николаевне, и она взяла его в команду. Тренировки были регулярными. Дмитрий посещал секцию до самого окончания школы. Он сдал норматив на мастера спорта, выиграл чемпионат Москвы, участвовал в союзных и международных соревнованиях. После получения школьного аттестата Дмитрий поступил в Российскую академию физической культуры на тренерский факультет. По окончанию академии парень получил красный диплом. Губерниев очень хотел стать участником Олимпиады 1996 года, которая должна была пройти в Атланте. Однако его мечты не сбылись. Он не стал опускать руки и занялся реализацией еще одной своей детской мечты – стать спортивным комментатором. Трудовая биография Губерниева началась с должности тренера, потом его взяли охранником. Внешний вид молодого человека этому как раз соответствовал. Он был ростом 2 метра и весом 105 килограммов. Спустя некоторое время Дмитрий получил еще одно высшее образование в Институте повышения квалификации для сотрудников радио и ТВ. И после этого Дмитрий принял решение посвятить свою жизнь тележурналистике. Карьеру журналиста ТВ Губерниев начал в 1997 году. В 1997 на канале ТВЦ объявили конкурс на место ведущего спортивных новостей и спортивного комментатора. Дмитрий победил в этом конкурсе, и его взяли на работу. В 1998 он начал сотрудничать с каналом Евроспорт, где стал комментатором различных матчей, занимался подготовкой журналов Лиги чемпионов и готовил обзоры программы «Еврогол». Летом 2000 года Губерниев получил приглашение от Василия Кикнадзе и появился на канале «Россия» с выпуском «Вестей». Затем талантливый ведущий засветился на телеканале «Спорт», и это стало настоящим прорывом в его творческой карьере. В 2000-2005 годах Губерниев выходил в эфир с авторскими программами «Спорт за неделю», «Неделя спорта» с Дмитрием Губерниевым, «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. В последнем проекте он брал интервью у белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, которая прославила его на всю страну. Дмитрия знают не только как обозревателя спортивных программ, он ведет и развлекательные шоу. Зрителям понравилось его участие в проектах «Кто хочет стать Максимом Галкиным» и «Форт Боярд». Дмитрия приглашали вести и интеллектуальные шоу. Зачастую он работает еще с какой-нибудь звездной личностью. Так, к примеру, Максим Галкин составил пару Губерниеву в программе «Звездный лед». На протяжении нескольких лет бывший спортсмен развлекает зрителей в «Голубом огоньке». Комментатор известен своей эмоциональностью не только на родине, но и далеко за ее пределами. Когда он работал на чемпионате мира по гребле на байдарках, он так громко и эмоционально рассказывал о происходящем, что журналист из Австралии не мог вести репортаж для своих соотечественников. Голос Губерниева звучал в эфире австралийского телевидения. У Дмитрия всегда много работы на телевидении. Ему доверяли комментировать Олимпийские игры. Он большой любитель игр КВН, обладает отменным чувством юмора. И, наверное, по этой причине ему доверили вести программу «Это смешно». Летом 2013-го Губерниев стал главным редактором спортивных каналов ВГТРК. Дмитрий очень ответственный человек, и все, за что он берется, делает с максимальной отдачей. Перед каждым выходом в эфир он долго готовится. Он любит комментировать фристайл, сумо, хоккей, теннис. К тому же Губерниев никогда не комментирует всухую. Он разбавляет свои рассказы историями о жизни и достижениях того или иного спортсмена.
Кроме работы спортивным комментатором, Дмитрий Викторович является ведущим развлекательных шоу и всерьез увлекается тяжелой музыкой. Особое предпочтение отдает хэви-металу. В 2013-м ведущий даже выпустил диск под названием «Ветер биатлона», где сам пел все композиции. Карьеру спортивного комментатора Губерниев дополнил и песенным конкурсом. Весной 2016-го Дмитрий и его коллега Эрнест Мацкевичус участвовали в обсуждении побед и поражений международного песенного состязания – конкурса Евровидения. Дмитрий сумел найти много общего в спорте и музыкальном соревновании, озвучил свою точку зрения о завершении карьеры голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Есть у Дмитрия и опыт работы в кино. Он снялся в документальном проекте «Мое советское детство», который зрители приняли очень тепло. В соцсетях состоялось бурное обсуждение картины. Многим она напомнила их босоногое детство. Даже те, которые родились после развала Союза, с удовольствием посмотрели на то, как жили их родители и дедушки с бабушками. Отечественные болельщики надолго запомнили, как комментатор исполнял спортивный гимн России, когда шла церемония награждения в австрийском городе Хохфельцене. В феврале 2017-го на чемпионате мира прозвучал устаревший гимн России, который был актуальным с 90 по 2000 год. Болельщиков возмутило такое неуважение к стране, и тут ситуацию взялся разрешить Дмитрий Губерниев. Он поднялся на сцену, забрал микрофон из рук ведущего этой церемонии и обратился к биатлонистам с предложением исполнить самим актуальный гимн Российской Федерации. Губерниев продолжает работать в развлекательных и новогодних передачах. Он стал ведущим «Голубого огонька-2017» и весь вечер провел на сцене с Марией Ситель. Дмитрий часто получает приглашения от режиссеров ситкомов и соглашается принять участие в самых популярных проектах. Он сыграл камео в многосерийных проектах «Воронины», «Счастливы вместе». В 2010-м ведущий засветился в эпизоде детской сказки «Морозко». В 2018-м побывал на съемочной площадке спортивной драмы «Лед» и комедийной картины «Большая игра». Дмитрий прославился и как скандальный телеведущий, потому что позволил себе неэтичное высказывание о футбольном голкипере Вячеславе Малафееве и его жене, которая погибла в ДТП. Губерниев извинился за недостойное поведение и заплатил компенсацию морального ущерба. Были у Дмитрия и другие ляпы во время прямых эфиров. Когда в Сочи проходила церемония открытия зимних Олимпийских игр, он назвал сборную команду Узбекистана таджикской. Потом то же самое случилось и в момент представления монгольских и исландских спортсменов, и команды из Доминиканы. Комментатору снова пришлось приносить публичные извинения национальным командам. В прямом эфире на канале Матч ТВ Губерниев высказал свое мнение по поводу недостойного поступка французского биатлониста Мартена Фуркада. На смене этапа французский спортсмен выскочил на перерез российскому биатлонисту Александру Логинову. Из-за таких маневров француза российский спортсмен упал на трассе. Перед началом церемонии награждения Мартен демонстративно ушел с пьедестала, но ему пришлось вернуться по настоянию главы IBU Андерса Бессеберга. По этому поводу Дмитрий обозвал Фуркада свиньей и отметил, что не стесняется объявить об этом всему миру. Прошло немного времени, и конфликт был исчерпан. Мало того, Губерниев и Фуркад смогли даже наладить дружеские отношения. Оказалось, что француз был одним из немногих, кто поддержал инициативу проведения соревнований Кубка мира в России, тогда как многие страны их бойкотировали. На странице комментатора в Инстаграм появилась общая фотография французского спортсмена и российского комментатора. Репортер не только словесно оскорблял представителей отечественного спорта, но и даже иногда участвовал в драках. В прессе появилось сообщение о том, что в Шереметьево Губерниев дрался с Павлом Ростовцевым, который занимает должность главного тренера сборной Российской Федерации по биатлону. До этого Дмитрий не раз говорил о том, что действия тренеров являются провальными, поэтому национальная команда не показывает достойный результат. Ростовцев не стал терпеть его комментарии, и его реакция была достаточно жесткой. Не промолчал Губерниев и по поводу санкций, применяемых Всемирным антидопинговым агентством по отношению к спортсменам из России. Репортер прокомментировал допинговый скандал, связанный с российскими биатлонистами, и сказал, что не нужно надеяться на что-то хорошее, что им обеспечены плохие результаты, и что лучше быть готовыми к самому худшему развитию событий. А совсем недавно он серьезно повздорил с Ольгой Бузовой. Дмитрий Губерниев довел ее до слез. Эфир на Матч ТВ вышел огненным. Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте мне, да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?
Я знала, что это закончится. Да ну что вы Да нет, так переживаете? нельзя. Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России. Его до сих пор обсуждает вся страна, и эта ситуация уже стала интернет-мемом в соцсетях. И до перепалки с Губерниевым в программе с Бузовой хватало жести. Она в студии вместе с ведущим Ильей Трифановым обращалась к сборной, к болельщикам, и называла Черчесова своим фанатом. Но началось все с простого вопроса: пьет ли Ольга до сих пор коньяк по утрам? В общем, Дмитрий тот еще любитель троллинга. Дмитрий приверженец здорового образа жизни. Он старается поддерживать свое тело в форме. Летом его главное увлечение – гребля и плавание. Зимой он отдает предпочтение лыжам и биатлону. Очень любит спортивный комментатор и русскую баню. После каждого возвращения домой из-за границы он любит попариться в настоящей парной, а потом принять ледяной душ. Дмитрий Губерниев не очень распространяется о своей личной жизни. Первый раз он женился на Ольге Богословской, известной спортсменке, чемпионке мира по легкой атлетике. В 2002 у них родился сын Михаил, кстати, единственный ребенок Дмитрия. С Ольгой он развелся, она снова вышла замуж, поэтому, как говорит сам Губерниев, у Михаила второй папа. Репортер принимает непосредственное участие в жизни сына. Мальчик серьезно занимается футболом, шахматами, научился играть на гитаре и петь. Дмитрий часто забирает его к себе. Они любят вместе бывать на концертах известных рок-коллективов. После развода с женой в личной жизни Губерниева появилась Елена Путинцева. Она не имеет никакого отношения к миру спорта. Ее главное занятие – декорирование интерьеров. Встреча была случайной, но стала судьбой. У них крепкая семья, в которой воспитывается сын Елены от первого мужа, Николай. Губерниев всегда говорит, что мечтает о дочерях и почему-то хочет двойняшек. Бывший спортсмен продолжает успешную карьеру на телевидении. В качестве ведущего он засветился в программе «Чужие в городе», которая вышла на канале «Моя планета». В таком же качестве он сотрудничает с каналом «Россия-1», где в партнерстве с Мариной Кравец ведет передачу «Лига удивительных людей». Как гость Дмитрий появился в шоу «Импровизация» и «Студия Союз», который транслирует канал ТНТ. Он по-прежнему такой же эмоциональный и взрывной, когда комментирует спортивные состязания. Узнав о том, что команды США и Чехии бойкотируют финальные соревнования по биатлону 2018 года, проходившие в Тюмени, Губерниев позволил себе нецензурную брань в их сторону, которая появилась на его странице в Инстаграм. Такими же словами репортер обложил и Себастьяна Самуэльсона, шведского чемпиона, поддержавшего бойкот. В январе 2019-го комментатор снова обратил на себя внимание, когда вел репортаж с гонки спринтеров на Кубке мира, проходившем в Оберхофе. В этот раз победа досталась российскому спортсмену Александру Логинову, и Губерниев очень оригинально поздравил его с этим достижением. Он сказал, что Александр – царь биатлона, хотя это была первая победа спортсмена. А уже весной 2021 года Губерниев совместно с Марией Ситтель провел праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который транслировался на телеканале «Россия-1». Накануне этого мероприятия Дмитрий поделился в Инстаграме с подписчиками, что ему выпала такая огромная честь. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.